Как получить или поменять водительские права в Турции? В Турции иностранцы могут ездить с водительскими правами своей страны в течение 6 месяцев. Далее нужно или получить турецкие права, или сделать въезд-выезд. Иностранец может обменять свои водительские права на турецкие только при условии, что у него есть турецкое гражданство или вид на жительство. Нужно обратиться в Nüfus Müdürlüğü, управление по делам населения. Процедура проходит в 2 этапа. Если получен турецкий паспорт, то нет необходимости отсылать старые права на родину, выдаются вторые турецкие. Если же у иностранца только ВНЖ и Комет, то ваши права заберут и отправят по месту выдачи, указанном на водительском удостоверении. Потом самостоятельно в своей стране их можно забрать. Этап 1. Необходимые документы. Первое. Нотариально заверенный у турецкого нотариуса перевод водительских прав своей страны. Второе. Цветная копия водительских прав. Третье. Цветная копия загранпаспорта. Четвертое. Цветная копия кимлика, если есть гражданство Турции или икамета, вида на жительство. Пятое. Биометрическое фото. Необходимо записаться на указанном сайте, выбрав вкладку «Водительские права» «Sürücü belgesi» и заполнив свои данные. В списке можно выбрать подходящие по адресу прописки отделение Nüfus Müdürlüğü, дату и время посещения, то есть время своего рандеву. Без опозданий необходимо явиться в Nüfus с перечисленным выше пакетом документов. Необходимо заполнить выданную форму, внеся имя, фамилия, гражданство, адрес для доставки прав, телефон и номер удостоверения личности. Права будут проверяться по запросу турецкой стороны. Это занимает более месяца. Выдается номер заявления, по которому можно отслеживать код рассмотрения. Если пришло одобрение из своей страны, можно записываться на повторный прием в Nüfus. С собой взять список документов, приведенный ниже. Этап 2. Необходимые документы. Первое. Нотариально заверенный перевод на турецкий школьного аттестата или диплома с апостилем. Второе. Медицинская справка о состоянии здоровья. Третье. Квитанция об оплате пошлины. Четвертое. Оригинал водительских прав своей страны. Если есть гражданство Турции, то не нужно. Пятое. Биометрическое фото. После принятия документов для вождения выдаются временные права. Они сразу отображаются в ИД-влет. Временные права действуют 1 месяц. За это время, как правило, приходят настоящие права по месту прописки. Прежде чем обратиться в медицинский центр для осмотра и получения медицинской справки, необходимо заполнить форму в ИД-влет. Потребуется проверка зрения, анализ на группу крови до визита к офтальмологу. Если информации о группе крови нет, проверку можно пройти в любой клинике. Вся процедура 2 этапа замены прав в Nüfus Müdürlüğü занимает от 1,5 до 4,5 месяцев. Зависит от скорости ответа страны, выдавшей водительское удостоверение. Как первично получить права в Турции? Если еще нет водительских прав, вам понадобится турецкий паспорт или ВНЖ. Необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены. Обучение включает такие этапы. Теоретический курс правила дорожного движения, первая помощь и основы вождения. Практическое обучение вождению. Теоретические и практические экзамены проводятся на турецком языке в местных отделениях дорожной полиции. Перед сдачей экзаменов нужно пройти медицинское обследование для получения справки о годности к вождению. После сдачи всех экзаменов и предоставления необходимых документов можно получить права, действующие в Турции, или водительские права международного образца. В 2025 году получение прав станет дороже. Если у вас еще нет водительского удостоверения, поспешите оформить. В 2025 году стоимость получения водительских прав в Турции увеличится в соответствии со ставкой переоценки. Ставка переоценки будет объявлена в ноябре. Ожидается около 45%. То есть стоимость прав категории Б может возрасти до 5720 турецких лир. Штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие налоги и сборы будут также увеличены. Сдача экзаменов по вождению в Турции. Новые правила экзаменов для водителей в Турции были опубликованы в официальном вестнике «Resmi Gazete» и вступят в силу через 6 месяцев после публикации. Экзамены по вождению будут проводиться на 2 утвержденных маршрутах, определенных провинциальными и районными управлениями образования. Появилась возможность сдавать экзамен на электромобилях. Соответственно, в этом случае будут сокращены вопросы по двигателю автомобиля. Водители с инвалидностью могут использовать собственные автомобили или специально оборудованные транспортные средства для прохождения экзамена.
Обучающимся предоставляется больше времени для получения необходимых документов и устранения недочетов. На курсах водителей потребуется предъявить новые ID-карты и сделать фотографию. Если кандидат не сдал экзамен 4 раза, он может сменить курс или пройти дополнительные попытки. Студенты, прервавшие обучение, могут быть освобождены от теоретических занятий и экзаменов, если они повторно зарегистрируются в течение 3 лет. Водительские права могут быть заморожены во время военной службы, беременности или долгосрочной болезни. За мошенничество при экзаменах на вождение предусматривается запрет на участие в течение 5 лет. Время экзамена увеличено до 40 минут, а экзамены проводятся с 7:00 до 9 вечера. Кандидаты могут пройти повторную попытку экзамена, если они не справились с парковкой. Если вы гражданин Турции и вы получили права до 2016 года, то вам обязательно нужно их заменить. Водительские удостоверения старого образца можно заменить на новые до 31 декабря 2024 года. Стоимость замены прав старого типа 15 турецких лир, нового типа 769 турецких лир. Непродленные вовремя водительские права станут недействительными, а при вождении с такими правами грозит штраф на сумму 12 978 турецких лир. Для продления водительских прав необходимо записаться на прием в Главное управление по делам народонаселения и гражданства на сайте управления или по телефону АЛЛО 199. Для замены старых прав, полученных до 1 января 2016 года на новые, гражданам Турции и иностранцам, получившим гражданство и турецкие права, необходимо собрать такой пакет документов. Водительские права, переведенные на турецкий язык, заверенные у турецкого нотариуса. Диплом, переведенный на турецкий язык, заверенный у турецкого нотариуса. Цветная копия кивляка. Цветная копия водительских прав – 1 штука. Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Данные могут меняться. Уточняйте информацию в официальных государственных структурах при необходимости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, сканируйте QR-код, чтобы купить недвижимость в Турции.